Паша, ты пришел! Как хорошо тебя видеть! Привет, Катя. Я тоже рад тебя видеть. Смотри, какой уютный у нас сегодня вечер. Да, вся семья в сборе, тепло и спокойно. Как у тебя дела на работе? Все по-старому, я все еще инженер-программист. Ты всегда был таким стабильным. А у тебя как лето прошло? Ты что-то говорила о работе. О, я перепробовала много всего этим летом. Правда? Расскажи подробно, интересно. Сначала я работала в фудтраке на набережной. Ух ты, это же модно сейчас. Что продавали? В основном бургеры, картофель фри и лимонад. Люди были веселые, особенно в жару. Ты сама готовила или только продавала? Я все делала, и готовила, и принимала заказы. Не устала? Там же целый день на ногах. Конечно, уставала, но было весело. Потом меня пригласили быть гидом для туристов. Гидом? По нашему городу? Да, я водила группы по центру Ярославля. Ты рассказывала про историю города. Да, учила интересные факты и легенды. Тебе нравится общаться с людьми? Очень! Туристы задавали смешные вопросы. Какие, например? Одна туристка спросила, есть ли у нас медведи на улицах. Смешно. Я бы тоже удивился. А еще работала официанткой в кафе «Уют». Это то, где подают пирожки и чай с малиной. Да, именно. Там всегда много гостей. Было трудно работать официанткой? Бывало сложно, особенно в выходные. Но у нас был дружный коллектив. Ты научилась быстро носить подносы. Сначала уронила чайник, потом привыкла. Главное – опыт, а чаевые хорошие? Когда улыбаешься, всегда больше чаевых. А после кафе ты еще где-то работала? Да, подрабатывала няней у соседей. Сколько было детей? Двое, мальчик 5 лет и девочка 3 лет. С малышами трудно, наверное. Иногда, но они очень милые. Мы рисовали, строили замки из кубиков. Ты умеешь ладить с детьми, молодец. Спасибо, мне нравится быть полезной. А ты не думала остаться в одной из этих работ? Пока не решила, хочу попробовать все. А я вот уже 10 лет в одной фирме. Тебя это не утомляет? Все одно и то же? Иногда скучно, но стабильность важна. Ты ведь разрабатываешь программы? Да, пишу код для банковских систем. Звучит сложно. Я бы не справилась. Ты бы справилась, если захотела. Может быть, но мне нравятся творческие дела. Работа с людьми – это тоже искусство. Ты прав. А ты бы хотел попробовать что-то новое. Иногда думаю, но не решаюсь. А если бы не программирование, кем бы ты был? Может быть, учителем или инженером-строителем. Ты всегда любил математику и чертежи. Да, с детства тянуло к точным наукам. А мне всегда нравилось общаться и помогать. У нас очень разные интересы. Но зато вместе всегда интересно. Верно, в семье должно быть разнообразие. Мама сегодня приготовила твой любимый салат. Я уже заметил, оливье с горошком. А папа снова рассказывает истории о молодости. У него всегда интересные рассказы. Ты помнишь, как он ездил автостопом в Казань? Да, и чуть не опоздал на свадьбу. Семейные вечера такие уютные. Я тоже это очень ценю.
ты часто встречаешься с друзьями после работы? Не очень часто, все заняты. А ты работаешь дома или в офисе? Чаще всего дома, иногда в офисе. Мне нравится работать с людьми, а не за компьютером. У каждого свои плюсы. Мне нравится тишина. Ты не чувствуешь себя одиноко дома? Иногда, но я слушаю музыку или радио. Какая музыка тебе нравится? Русский рок и классика. А тебе? Я люблю поп-музыку и народные песни. Помнишь, как на даче мы пели под гитару? Конечно, было весело и душевно. Ты еще играешь на фортепиано? Да, иногда дома для себя. Может, сыграешь на следующей встрече? С удовольствием, только не забудь напомнить. Обязательно напомню, ты талантливая. Спасибо, а ты всегда меня поддерживаешь. Ты моя сестра, это важно для меня. А ты помогаешь мне советами. Ты думаешь вернуться в фудтрак? Возможно, но хочется попробовать новое. Что бы хотела попробовать еще? Может быть, аниматором на детском празднике. Это интересно. Ты любишь радовать детей. Да, у меня хорошо получается. Я бы хотел увидеть, как ты работаешь. Приходи как-нибудь, если будет праздник. Обязательно. А ты бы не хотела свой бизнес? Иногда думаю открыть маленькое кафе. Это замечательная идея. Я помогу с сайтом. Спасибо, ты всегда выручаешь. Для сестры ничего не жалко. А ты бы сам не хотел открыть свое дело. Может быть, когда-нибудь на пенсии. Ты всегда так серьезен. А ты всегда мечтательница. Вот поэтому мы хорошо друг друга понимаем. У тебя много идей, я поражаюсь. Я просто люблю пробовать новое. И это здорово. Я горжусь тобой. Спасибо, Паша, ты мне очень дорог. Ты мне тоже, Катя. Семья — это главное. Давай выпьем за семью и за лето. Давай, пусть впереди будет много хорошего. Ты часто вспоминаешь наше детство. Да, особенно летние каникулы у бабушки. Как мы ловили рыбу на Волге. И ели горячую кукурузу на пляже. Я рада, что у нас такие воспоминания. Я тоже. Надеюсь, еще много впереди. Ты хочешь поехать в отпуск этой осенью? Пока не знаю, но было бы здорово. Может, съездим вместе в Сочи? Это отличная идея. Можно и поработать, и отдохнуть. Я согласна. Обсудим позже детали. Хорошо, буду ждать. Ты всегда все организуешь. Я люблю планировать путешествия. А я люблю, когда все уже готово. Мы с тобой отличная команда. Это точно, Катя. Спасибо за разговор. Спасибо, что слушаешь и поддерживаешь меня. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. И ты на меня. Люблю тебя, брат. И я тебя, сестренка. Давай еще по кусочку пирога, пока все не разобрали. Давай, пока мама не увидела. Семейные вечера самые лучшие. Согласен. Пусть их будет больше. Давай почаще устраивать такие вечера. Обязательно, Катя. Это всегда радость. Тогда за нас и за нашу дружную семью.